А вот и первый урожай на кустиках, посаженных в прошлом году. Вот такая красота уже. А кустики совсем молоденькие еще. И уже прямо все увешано. Вот такое вот у меня приспособление было сделано. Вот здесь, соответственно, винтики с гайками. Обычная банка из-под кофе. И вот такое насквозь вот дырочка. Я ставлю горелочкой, туда направляю и прижигаю кружочек. То есть ставлю на агроволокно пластиковое, и оно прожигает круг. Так вот эти круги выглядят уже готовые. Вот аккуратненькие. Это очень большая проблема. Выжигать это, там, прорезать или зажигалкой что-то там пытаться. А здесь очень быстро идет. Ну, вот такая вот красота. Это у нас саженцы жимолости. Буду сейчас их вытаскивать, сортировать и расставлять для высадки. Ну и, конечно, никак нельзя обойтись без планирования. Вот у нас план. Это дальний участок. Здесь посажены невысокие сорта, как Аврора, Индиго, Джем. И они посажены примерно на 1,4 метра друг от друга кусты. И на 1,6 метра ряды разделяются. Кусты очень маленькие. На самом деле можно сажать еще плотнее. Где-то оставлять между кустами 80 сантиметров или метр. Вот здесь вот более высокие кусты. Например, Boreal Beauty, Сердце Гиганта и Blizzard. Они высокие довольно. Вот, поэтому между кустами здесь примерно 1,5 метра, 1,6 может быть. А между рядами 2,5 метра. Чтобы можно было, когда куст будет во взрослом состоянии, проходить мимо кустов вот по дорожке здесь, между рядами. Кустики в хорошем состоянии. Это двухлетки. Ну, 2,5 года им. И что у нас есть? Вот такие вот лунки для посадки. План. Сами саженцы жимолости. Это кора сосновая, немножко подсушенная. И барафоска, поскольку сейчас 13 сентября, у нас азота 0 должно быть обязательно. Вот у нас сделана ямка. Берем саженец ножничками. Вот так вот прорезаем вниз. Соответственно, у нас вот освобождается корневая система. И смотрите, обращайте внимание, если саженец хороший, значит снизу у него есть корни, но не безумно много должно быть. То есть здесь не должно быть кома, значит он пересидел в маленьком горшке. Здесь должно быть вот так вот. И мы вот этот вот край, низ самый, мы немножечко разламываем. Ну вот по мере возможности, по идее, как бы раскрываем вот так вот наружу. Ну тут корней немного, так что, в принципе, короче, идея в том, что надо чуть-чуть повредить корни, слегка совсем. Вот. После того, как мы корни повредили, немножечко, мы должны поставить саженец по центру. Идея в том, что, значит, если у вас легкие грунты, то нужно заглублять на несколько сантиметров саженец. Если у вас грунт, как у меня, такой плотненький, то заглублять нежелательно, просто вот как есть. Вот. Значит, вот сюда вот я сейчас насыплю удобрение, вот это вот, гранулы, и немножко размешаю землю, перемешаю. И дальше буду засыпать вот здесь вот с двух сторон и утрамбовывать. И когда кустики уже все посажены, я засыпаю корой везде. Вот так вот выглядит это. И дальше накидываю агроволокно, продеваю через отверстие саженцы аккуратненько. И вот все поле посажено. Вот у нас это Сердце Гиганта. Это у нас Blizzard. Следующий ряд идет. И Boreal Beauty.
И приступаю ко второму полю, там где саженцы ближе, и они более низкорослые, как сорт Аврора и Индиго Джем. Вот подготовлены саженцы. Вот так вот я решил отмечать теперь отверстия. И вот уже первый ряд высажен. Проливаю хорошенечко водой, чтобы, если пустоты какие-то есть там в земле, чтобы их убрать. Все саженцы посажены. Это второе поле. И вот там первое поле. Посмотрите, как красиво парит над плантацией. Солнышко выглянуло и пар поднялся. Это же все очень хорошо. Саженцы, они согреваются от этого пара после заморозков. И вот так вот выглядит плантация в мае. На растениях уже цветочки, причем довольно много. Вот, хотя растения совершенно молодые. Вот так плантация выглядит. А вот так выглядит вторая часть плантации. Вот это, конечно, просто красота. Столько ягодок везде. Такие вот. И вот так вот выглядит плантация. Кустики объели очень сильно птицы, конечно, потому что я их в первый год не укрывал. Хочу, чтобы наросло зеленой массы. Ну, вот чуть-чуть оставили. Вот такие ягоды, это Аврора. Здесь у нас Boreal Blizzard, например, посажен. Это, конечно, чудо. Ягоды большие. Вот. Вот так вот. И вот так выглядит участок.